Добрый день. Я думаю, многих занимает этот вопрос, однако ответ на него может быть разным. Роза мира – это язычество или христианство? Среди моих знакомых последователей Данила Андреева немало таких, кто категорически скажет: роза мира – это христианство. Да, не совсем обычная, не признанная на сегодня ветвь, но все же христианство – ничем не хуже протестантов. С другой стороны, многие родноверы, славянисты, считают розу своей, фактически настольной книгой. Как можно все это совместить? Историческое христианство заставляет отрекаться от древних богов, от солнца, земли, духов деревьев, воды, воздуха. Ссылаются на ветхозаветную заповедь: «Да не будут тебе боги иные, кроме меня». Однако эта заповедь не мешает почитанию святых, почитанию икон, не мешает молиться святым, что, кстати, осуждают строго соблюдающие Ветхий Завет мусульмане и протестанты. Более того, если посмотреть глубже, в православии присутствуют элементы культа стихиалий, почитание святых источников, окунание в проруби на крещение, само понятие святой воды, праздники, связанные с природой, такие как Медовый и Яблочный Спас, Вербное воскресенье и даже Рождество с непременной елкой, в котором трудно не увидеть, хоть и завуалированное, но почитание дерева. За всеми этими обычаями можно уловить интуитивное, хоть и несознаваемое, стремление к стихиалям, ощущение их светлой природы и пользы для человека. Сегодня мы разберем это все более подробно. Роза мира учит, что духи природы бывают трех видов: светлые, темные и промежуточные группы. Для всех них Андреев использует слово «стихиаль». К темным стихиалям Андреев относит духов болот, песчаных бурь, вулканов и некоторые другие. Деятельность их для человека разрушительна, контакт с ними опасен. Почитание этих существ встречается редко, рассматривать его сегодня мы не будем. Светлые стихиали – это духи деревьев, рек, горных вершин, облаков и некоторые другие. Согласно розе мира, это дружественные существа, стремящиеся помочь. Общение с ними протекает в большинстве случаев неосознанно, но очень важно для физического и душевного здоровья. К этой же группе относятся так называемые великие стихиали: Мать-Земля, высшие духи воздуха, воды, растительного, животного и минерального царства. В большинстве древних культур они известны под именами тех или иных богов. На нашем канале есть 2 видео о верховных стихиалях. Безусловно, признание самого факта их существования никак не умаляет веры в Христа, не противоречит ей, не мешает. Противоречие может возникнуть только, если мы поклоняемся стихиалям вместо Христа или ставим их выше. Но делать так совсем не обязательно. Мы можем признавать существование стихиалей, дружить с ними, общаться и при этом поклоняться Христу. Франциск Ассизский говорил: «Брат мой солнце, сестра моя луна». Это пример такого отношения к живой природе, когда все оказывается на своем месте. Итак, говоря коротко, роза мира содержит в себе и христианство, и язычество. Это такой угол зрения, когда обе эти ветви дополняют одна другую, сосуществуют мирно, не противореча, не обижая одна другую. В рамках розы мира должна прекратиться тысячелетняя вражда и наступить мир между этими двумя течениями. Сегодня мы разберем этот вопрос в историческом контексте и посмотрим, как 2 эти мировоззрения, при всей их внешней враждебности друг к другу,
ухитрялись столетиями сосуществовать в русской культуре. Для этого мы обратимся к главе «Розы мира», которая называется «Пророссианство и христианский миф». Сразу оговоримся, что слово «миф» в данном случае не несет никакой отрицательной нагрузки, а обозначает развитую систему верований, за которой стоит иная реальность. У мифа есть трансмиф, собственно, это иная реальность. И под словами трансмиф христианства обычно понимается небесный Иерусалим, тот мир, к которому христиане всех конфессий стремятся и который лежит выше небесной России и небесных стран всех культур. На протяжении многих веков христианский миф пронизывал и окутывал духовную жизнь русского общества, сказываясь решительно во всех областях культуры тех эпох, от плетения словес, как понимали тогда искусство письменного слова, до орнаментики, посуды или покроя одежды. Но анализ легко обнаружит в запасе образов, насыщавших эти искусства, и в эстетических канонах, тогда выработанных, огромный пласт таких, какие не имеют прямого отношения ни к идеологии, ни к пантеону христианства. Травчатые узоры на тканях и поставцах столь же далеки от христианского мифа в его чистом виде, как жар-птицы наших сказок, богатыри наших былин, архитектурные особенности наших теремов или стилизованные петушки и фантастические звери, украшавшие печи, прялки и коньки изб. Этот пласт образов восходит, конечно, к дохристианскому мироотношению, к зачаточной и так не развившейся славянской мифологии. Но важно то, что это мироотношение также сказывается в XVII веке, как в XII. Совершенно перестает быть заметным, или, вернее, меняет свое обличие, но только в XX веке. Христианским же мифом оно не было преодолено или ассимилировано никогда. Произошло другое. Параллельное сосуществование двух мироотношений, характеризующееся разграничением сфер проявления. При этом одно из них, христианское, быстро добившееся господства в качестве общегосударственного и общенародного круга идей, вытеснило своего соперника из целого ряда областей жизни и прежде всего из области обобщающей и систематизирующей мысли. Второе отношение укрылось в фольклор, в низовое и прикладное искусство, в народные обряды и заговоры, в быт, но так никогда и не поднялось до уровня философских или вообще идейных обобщений. Мощно вливался в сознание народа христианский миф, чаруя и привлекая сердца образами Вседержителя, Пречистой Девы и святых, некогда восходивших на высоты праведности из темных недр еврейства и Византии. От святынь Иерусалима и Афона, от купцов Царьграда устремлялись белые лучи, согревая душу и приобщая ее к радости православного творчества, иноческому деланию, подражанию житиям угодников, восхищению в области духа, смирению, храмостроительству, посту. В дальние углы культуры, в народные низы, к смердам, отодвинулось древнее славянское миропонимание. Но великие леса надежно хранили в своей глубине связь человеческого существа со стихиалями. И волхование кудесников, игрище во славу творческих сил, чары колдунов, обряды, связующие человека с незримыми обитателями и хозяевами природы, длили свое существование. Требовательный аскетизм никогда во всемирной истории не смог стать руководящим принципом для масс. Не случилось этого и здесь. Жизнь предъявляла все те же требования: продолжение рода,
оберегание семьи, защита страны от натиска степных кочевников. Сколько бы ни молились иноки по монастырям, эти молитвы не освобождали людских множеств от воинского долга, от повседневного труда, от гибельных половецких набегов и от радостей страстной полнокровной жизни, вознаграждающих за все. Так были заложены основы двоеверия, не исчезавшего в России вплоть до XX века. Вплоть до XX века, пишет Даниил Андреев. Но по большому счету двоеверие это не исчезло до сих пор. В советское время официальный атеизм лишь отодвинул проблему вглубь, прикрыв ее внешне, а в глубине сохранялась вера, порой куда более искренняя, чем раньше, когда за религию никто не наказывал и не осуждал. Люди участвовали в крестных ходах, ходили в храмы, отмечали дома Пасху и Рождество. С возвращением в нашу страну свободы религии в конце 80-х ситуация вернулась примерно туда же, где была в правлении династии Романовых. Есть официальная православная церковь, которая фактически поддерживается государством. Есть славянское мироотношение, которое проявляется в разных движениях, течениях. В 90-е они стали складываться в собственные учения с чертами религии. Появились звенящие кедры России, ведрусы, родноверы. И, как можно было ожидать, отношение их к официальной церкви враждебно, а у нее, в свою очередь, враждебно к ним. Так родноверы учат, что христианство навязано нашей стране искусственно, зачастую с применением насилия. Однако Роза мира считает, что выбор православия в качестве государственной религии был оправдан метаисторически, был провиденциальным, полезным и спасительным. Отказ от христианства был бы губителен для России. И в «Розе мира» объясняется, почему светлые силы не могли поддержать такой отказ. Но еще более глубокая мудрость, мудрость жертвенного самоограничения, сказывается в том, что Яросвет не дал пророссианскому мифу возможности буйного роста, мощного цветения. К чему это могло бы привести? Если бы пророссианство осознало самое себя, сложилось бы в систему, стало бы претендовать на роль господствующей идеологии, страшная не на жизнь, а на смерть борьба его с мифом христианским стала бы неизбежностью. Борьба и уничтожение одной из сторон. Но в глазах высшей мудрости обе стороны равноценны. Обе оправданы единой истиной, таящейся в них под покровом двух правд. Искоренится ли на Руси христианство? Заглохнет ли пророссианское оправдание мира? И исчезнет одна из двух основ грядущей синтетической культуры. Обе должны быть сохранены до тех отдаленных времен, когда станет возможным не уничтожение их во взаимной борьбе, но переход обеих в общее гармоническое мироотношение и богоотношение, свободное от узости, от эпохальной ограниченности одного из них и от безотчетности, безинтеллектуальности другого. Наступили эти времена сегодня или нет? Хочется надеяться, что они наступят уже скоро или в обозримом будущем. Андреев писал, что и пророссианство, и русское православие имеют особую ценность не только для нашей российской метакультуры, но и для будущей культуры всего человечества.